Друзья, если у вас нет возможности читать новеллу о Генри «Волшебный профиль», смотрите это видео. Событие происходит в Нью-Йорке на рубеже 19-20 веков. Дальше от первого лица. Итак, в Нью-Йорке есть одна старая гостиница «Акрополь». Ее скоро снесут. Когда-то в этом отеле всегда останавливалась старушка миссис Мэгги Браун. И к ней толпами бегали посетители. Потому что Мэгги Браун была богатой дамой. Она занимала третье место среди всех бизнес-вумен мира с капиталом $40 миллионов. Секретаршей в отеле работала мисс Ида Бейтс. Красавица, ласковая, добродушная девушка. Мы давно с ней были знакомы и однажды разговорились. Вот что рассказала мне Ида. Недели 2 назад миссис Браун минут 10, не отрываясь, смотрела на меня. Я печатала на машинке и типа не видела этого. В тот же вечер миссис Браун попросила меня зайти к ней в номер. Я думала, что она даст мне какой-то работы, но нет. Она сказала, что никогда в жизни не видела никого красивее меня. «Увольняйтесь и переходите жить ко мне», — сказала она. «У меня есть муж и сыновья, с которыми я не общаюсь. Они транжирят мои деньги. Ида, станьте моей дочкой. Я старая и одинокая, мне нужен близкий человек». Конечно же, я согласилась. А кто бы отказался на моем месте? Тем более, что у меня тоже никого не было. И мне тоже хотелось иметь рядом близкого человека. Я уволилась, переехала к ней. Иногда миссис Браун могла смотреть на меня полчаса. «Я вам кого-то напоминаю?» – спросила я. «Может, родственницу или подругу детства?» «Вы очень похожи на моего лучшего друга», – ответила она. Мы поехали к модной портнихе, и она одела меня в самые дорогие шмотки. Затем мы переехали в самый шикарный отель «Бантон» и заняли там номер на 6 комнат, а это $100 в день. Моя привязанность к миссис Браун становилась сильнее. Я ее начала называть тетя Мэгги. Она захотела для меня устроить банкет в отеле и пригласить знатных людей города. На банкете было человек 50. Мое платье стоило $300. Там я познакомилась с газетным художником Латропом. Он за мной ухаживал. Наверное, подумал, что тетя Мэгги завещает мне несколько из своих миллионов. Когда после банкета мы поднялись в номер, тете принесли счет на $600. Она аж сознание потеряла. Я удивилась. Мы переехали в другой отель, намного хуже. У тети Мэгги начался приступ скупости. Она твердо решила не тратить больше 75 центов в день. И как прожить на такие деньги? Мы начали сами себе обед готовить. У меня платьев на $1000, а я тут обед готовлю. Ну его нафиг. На 3-й день я от нее сбежала. Я предупредила, что ухожу. Миссис Браун расплакалась, обещала переехать в шикарную квартиру. Я вернулась в свой отель, попросилась на прежнее место и меня взяли назад. Пока мы с девушкой разговаривали, к нам подошел парень. Ида сказала, что это и есть тот художник Латроп. Вскоре они поженились. После церемонии я сказал жениху: «А вы знаете, почему миссис Браун так привязалась к Иде? Я вам покажу». На новобрачной было простое белое платье, падавшее красивыми складками наподобие одежды древних греков. Я сорвал несколько листьев с гирлянды, сделал из них венок и возложил его на блестящие каштановые косы Иды. «Ида, пожалуйста, повернись к нам в профиль», – попросил я. «Очуметь!» – воскликнул Латроп. «Ведь Ида – вылитая женская голова на серебряном долларе». Вот такая история, друзья.